Здравствуйте, дорогие любители вязания! В прошлом году связала я топ. Топ большого размера. Вязала я его для своей снохи. И вот как-то я ничего не сняла, не сфотографировала на ней. Ну, как-то вот так получилось, что прошло это все как-то мимо. И в этом году я нашла фотографии, просто отдельные фотографии топа, не на фигуре. Ну, поверьте на слово, смотрится очень хорошо на полной женщине, очень хорошо смотрится. Да он на худой будет смотреться, классный топ. И решила рассказать вам, как я его вязала. Что-то уже вспомнила, что-то где-то было у меня записано. В общем, отдельно я сделала мастер-класс по вязанию элементов к этому топу. Вот в данном случае, как вязать утолщенный край по низу, как вязать убавки по горловине. Посмотрите, как красиво смотрится. Убавление. И как вязать края проймы. Тоже вот красиво, интересно смотрится, лицевая гладь не заворачивается. В общем, я хочу вам это сейчас рассказать. Начнем с пряжи. У меня бобинная пряжа была. Покупала я еще вообще давно в запрещенном Инстаграме. И вот она у меня лежала до прошлого года. Это хлопок и лен. 70% хлопка и 30% льна. Вот такая ниточка. Она, я бы не сказала, что она такая уже мягкая, немножко так она грубоватая. Но тактильно на теле это совершенно не ощущается. Размер топа на окружность 114 сантиметров, окружность груди, и объем бедер у Наташи 118. Но я вязала прямо, никаких не делала убавок, никаких там ничего нет, просто прямо набрала, вязала по кругу снизу, набрала петли по низу, начала вязать по кругу, довязала до пройм, разделила вязание и тогда сейчас я все расскажу. Про узор. Прекрасный узор с листьями. У нас есть мастер-класс по вязанию этого узора. Ссылку я оставляю под видео. Очень красиво смотрится. Очень мне нравится. Ну, вот просто очень нравится. Да, я не сказала, что в 100 граммах пряжи 360 метров. Вот такая вот нить. Вот у меня спицы номер 3. Я вязала спицами 3,5. Можно вязать троечкой. Итак, я набрала 252 петли. Вот таким набором с утолщенным краем. Как я это делала, мастер-класс я оставлю под видео. Я уже говорила, что отдельно я сняла, как вязала элементы к этому топу. Значит, мастер-класс будет по вязанию узора под видео, ссылка на мастер-класс и ссылка на то, как я вязала, обвязывала горловину, проймы и вот набирала по низу петли. 252 петли – это 21 раппорт. Здесь в раппорте 12 петель, в раппорте узора в ширину. Провязала 7 раппортов в высоту. В высоту у нас получается 20 рядов. Вот 7 полных раппортов, 7 полных листочков. 4, 5, 6, 7. После этих 7 раппортов я перешла на лицевую гладь. Провязала лицевой гладью 4 ряда. Затем разделила петли на спинку и перед. И уже вязала раздельно. Петли спинки я оставила на дополнительные спицы.
А петли переда я разделила снова пополам по 63 петли и по отдельности вязала каждую половину. По горловине я сделала 15 убавок, можно посчитать по дырочкам. Вот. И затем еще провязала прямо до нужной мне длины. Скос плеча я вязала укороченными рядами. После того, как я провязала прямо еще без убавок, я начала вывязывать скос плеча. Первый раз я не довязала 9 петель, 7 петель узора проймы и 2 кромочные. Затем в изнаночном ряду петли провязываешь по рисунку. Второй раз я не довязала еще 8 петель. Третий и четвертый раз я еще по 8 петель не довязала, и в конце у меня оставалось 14 петель, и аналогично я провязала уже убавки по левой стороне и скос плеча по левой стороне. Вроде бы как вот все по переду, ну понятно. Ну а по спинке тут и рассказывать нечего. Просто я уже вязала лицевой гладью, довязала также прямо до проймы. Одновременно с началом вывязывания скоса плеча я закрыла средние 20 петель и уже по отдельности закрывала каждую сторону. По горловине убавляла в каждом втором ряду 4 раза по одной петле с каждой стороны. Ну и все. Скосы делала точно так же, как по переду. Крючком я соединила плечевые швы. И все. Вуаля. Топ готов. Кстати, он довольно вытянулся в длину, что очень порадовало. Хотелось не укороченную вещь, и прям сантиметров, наверное, на 6 он точно вытянулся. Ставьте лайки, если вам понравился топ. Если вы хотите связать что-то подобное, задавайте вопросы, пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал, приглашайте к нам своих друзей. Присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. А я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока.